Ци Юань – пятизвездочный резонатор стихии Айра, владеющий мечом. Он специализируется на усилении урона эхо-навыков через собственные механики форты, командные бафы и часто применение эхо-умений. Благодаря простой, плавной ротации и отличной совместимости с метовыми героями вроде Фроловой и Гальбрены, Ци Юань занял уникальную нишу. Один из сильнейших гибридных баферов в игре, пусть и в довольно узком архетипе. Главная особенность Ци Юаня – шкала форты, называемая монолог мечника. Она делится на 3 сегмента по 200 очков, всего 600. И определяет как его личную силу, так и эффективность поддержки команды. «200 форты» открывает тушевую технику, улучшенные базовые атаки, заменяющие стандартную цепочку. 400 форты дает активному резонатору плюс 30% к урону эхо-навыков на 30 секунд. 600 форты позволяет Ци Юаню выполнить 3 мощные атаки форты, восстанавливая большое количество энергии концерта, нанося заметный урон и обнуляя шкалу. Таким образом, его бой строится на цикле накопления форты, усиления команды, расход через тушевую технику и тяжелые атаки, и переключение на основного ДД. Его ультимативный навык также усиливает союзников, добавляя 30% критического урона активному персонажу на 30 секунд, если у самого Ци Юаня критический шанс выше 65%. Персонажи, которые находятся... Однако этот эффект распространяется только на активного героя. Персонажи, которые находятся вне поля боя, вроде Гекаты, Фроловой, бонус не получают. Тем не менее, Ци Юань остается хорошим инструментом в командах, построенных вокруг эхо-умений. Его аутро дает 50% к усилению урона эхо-навыков следующему персонажу в течение 14 секунд. Наилучший эффект проявляется именно у Гальбрены. Его сигнатурное оружие добавляет еще плюс 20 к урону эхо-навыков всей команде. А набор Мунлит или Закон Гармонии естественно сочетается с его механикой, повышая генерацию концерта и общий урон группы. Ци Юань играет интуитивно. Его ротация следует за естественным ритмом шкалы форты. Интро-умение мгновенно дает 400 очков форты и начинает базовую цепочку с 3-го удара. Можно сразу переходить к тушевой технике. Без интро ротация будет чуть-чуть больше, так как вам придется собрать самим эти 400 очков форты, используя базовые атаки. Используйте 3-й и 4-й удары тушевой техники, чтобы заполнить шкалу до 600. Ульта. Активируйте, когда шкала полна, получите бонусы критического урона, нанесете сильный АОЕ урон и восполните энергию концерта. Форте атака. Удерживайте базовую атаку, чтобы выполнить 3 тяжелые удара и обнулить шкалу. Завершите ротацию, используя навык для восстановления энергии и сброса цикла. Этот цикл обеспечивает стабильное восстановление, постоянные аптайм бафов и плавную анимацию боя. Каждая ступень резонанса постепенно усиливает Ци Юаня, добавляя как поддержку, так и урон. S1 улучшает набор форты и слегка продлевает время действия бафов. S2 повышает личный урон и длительность бонуса урона эхо-навыков. S3 главный переломный момент, открывает новые навыки, дублирующие интро и позволяет проводить вторую ротацию. Именно здесь Ци Юань раскрывает потенциал гибридного ДПС. S4 и S5 и S6 дают прирост личного урона и ускоряют восстановление концерта, доводя гибридный стиль до максимума. S3 ключевая точка прогресса. До нее Ци Юань остается чистым бафером эхо-навыков. После превращается в универсального гибрида, совмещающего поддержку и урон. Так что, если хотите сделать из Ци Юаня ДД, нужно крутить аж S3. Лучший набор эхо для Ци Юаня – Закон Гармонии. Это оптимальный выбор как для личного урона Ци Юаня, так и для усиления всей команды.
Закон гармонии дает 30% к урону от тяжелых атак на протяжении почти всей ротации и до 16% к урону эхо навыков для всей группы. Баф, который обычно поддерживается постоянно в бою. Набор идеально подходит для команд с фроловой и гибридных билдов Ци-Юаня, особенно начиная с S3, где он раскрывается как ДПС и бафер. Гармоничный баланс между личным уроном и поддержкой делает этот сет его основным выбором для максимальной эффективности ротации. Рекомендуемое основное эхо для закона гармонии будет воспоминание Фенрика. Лучшее универсальное эхо четверочка для Ци-Юаня. Дает 12% к урону аэро и 12% к урону тяжелых атак. Идеально совпадает с его двумя ключевыми типами урона. Рекомендуемые комбинации двух наборов. Две части на выбор: Sierra Gale или же Gust of Welkin или Windward Pelgrimage. Идеальный вариант, если у вас уже достаточно восстановления энергии. Moonlit Cloud. Оптимально, если вы собираетесь использовать черепаху как четверку. Lingering Tunes. Гибридный вариант, если хотите увеличить личный урон Ци-Юаня. И две части Empyrean Anthem подойдет, если у вас не хватает восстановления энергии. Набор Moonlit Clouds. Этот набор жертвует личным уроном Ци-Юаня ради усиленных командных бафов. Он дает постоянные плюс 10 восстановления энергии и добавляет 22,5% к атаке следующему резонатору, который выходит на поле боя после использования его завершающего умения Аутра. Такой билд лучше всего работает в команде с Гальбреной или Хранительницей Берегов, где завершающее умение Ци-Юаня напрямую усиливает ротацию построенных на эхо навыках Гальбрены. Рекомендуемое главное эхо будет Херон, единственный по-настоящему подходящий вариант. Дает дополнительные 12% бонуса к урону цели в дополнение к бафу от атаки от Мунлита. При нанесении урона восстанавливает значительное количество энергии владельцу. На Ци-Юане цаплю можно использовать до начала его ротации. Или перерывать каст его ультой. При этом баф все равно сработает, даже если анимация урона будет отменена. Это позволяет экономить время ротации и не терять темп. Поскольку завершающее умение Ци-Юаня Аутра уже дает плюс 50% усиления урона эхо навыков, комбинация с набором Moonlit многократно усиливает урон следующего персонажа при выходе на поле боя. Это гарантирует максимальный урон в первые секунды новой ротации. Идеально для таких персонажей, как Гальбрена. Рекомендуемые характеристики эхо. Четверка. Крит урон, крит шанс. Поддерживайте сбалансированный крит шанс 65% плюс для получения полного бафа с ульты. Троечка, обе аэро урон и единичка обе атака процентная. Сабстаты. Восстановление энергии до нужного уровня. Крит рейт и крит дэмэдж. Собираем атаку. Хэвики и уже, если повезет, то атаку беспроцентную. Рекомендуемые финальные параметры: атака 1600 минимум, крит рейт 65 минимум, крит урон 210-260 достаточно будет, восстановление энергии 130% для постоянной ульты вовремя, бонус аэро 70%, но можно меньше, если не ДД сборка. Сигнатурное оружие Emerald Sentence. Фирменный меч Ци-Юаня, естественно, лучший выбор. Он дает высокий базовый показатель атаки, крит шанс и урон от тяжелых атак бонус, что идеально подходит для повышения его личного и командного потенциала. Уникальный пассивный бонус добавляет плюс 20% к урону эхо навыков всей команде, оставаясь постоянно активным при правильной ротации. Это усиливает топовых ДПС героев, таких как Фролова и Гальбрена, которые сильно зависят от эхо урона. Однако из-за невысокого личного урона Ци-Юаня и умеренной силы командного бафа оружие не является обязательным. Альтернативы могут давать 95% эффективности при гораздо меньших затратах, делая Emerald Sentence скорее роскошью, чем необходимостью. Ну, тут может быть еще плюс для любителей мечей, потому что оружие красивое и хорошо смотрится на Ци-Юане. Emerald of Genesis. Лучший постоянный и свободный в доступе вариант. Дает восстановление энергии, крит шанс и атаку, что полностью соответствует его ключевым статам.
12% к атаке при использовании навыка не полностью раскрывается из-за структуры ротации, но остальные характеристики идеально подходят. На практике потеря по сравнению с сигнатурным оружием минимальна, что делает его лучшим неограниченным 5-звездочным выбором и отличным универсальным оружием для стабильной ротации. Ну и плюс это того, что это оружие можно из стандартного баннера взять, если есть, конечно, лишние крутки. Red Spring, сигнатурка камелии. Простое оружие с хорошей базовой атакой и критом шансом. Ци-юань мало выигрывает от пассивного бонуса на урон базовой атаки, но сами статы базовые дают хороший бонус Ци-юаню. Blazing Brilliance дает атаку и крит урон, делает его хорошим оружием только из-за базовых статов, потому что бонус он тоже не может использовать, точно так же как и сигнатурка камелии. Но вторичный крит бонус урона сохраняет его конкурентоспособность. Подойдет игрокам, которым нужны альтернативы для критического урона. Feathered Edge. Эксклюзивное оружие из Battle Pass с вторичным статом на крит урон и пассивным увеличением атаки, которым Ци-юань может эффективно пользоваться. Низкий показатель базовой силы атаки по сравнению с 5-звездочным оружием, но это лучший 4-звездочный вариант и хороший вариант, если хотите собрать гибридный билд, но нужно R5 оружие. Это Command of Conviction. Универсальное 4-звездочное оружие с пассивкой, активирующееся при интро, дающее стабильный процент атаки на протяжении всей ротации. Хотя нет бонусов к криту или энергии, простота и надежность делают его хорошим средним вариантом для Ци-юаня или любого мечника-резонатора. Blood Pack Pledge дает восстановление энергии и процент атаки. Работает как базовый вариант, но эффективный. Ци-юань не может использовать пассивку, поэтому ранг оружия не влияет на эффективность. Высокие базовые показатели атаки и доступное восстановление энергии делают его лучшим бесплатным 5-звездочным вариантом для большинства игроков. Варианты команд, где себя может раскрыть Ци-юань. Первый вариант это Фролова. Дальше у нас Кантарелла или Роч или Данжи. Ну и естественно Ци-юань. Эта сборка строится вокруг бафов эхо-навыков Ци-юанем, которые усиливают основной урон Фроловой. Кантарелла добавляет дополнительные усиления и помогает поддерживать триггеры Гекаты. Ци-юань выступает центральной поддержкой эхо-скиллов. И другой вариант команды с Гальбреной. Это Гальбрена, Ци-юань, Хранительница берегов или же Верина. Это сборка под эхо-урон, но с Гальбреной, где Ци-юань опять же выступает в роли баффера Гальбрены. Хранительница берегов дает бонусы к критам и увеличивает урон, а Верина может поддерживать выживаемость команды и усиливать общий урон. Состав очень стабильный, с большим количеством бафов и оптимизирован для эндгейм контента и сражения с боссами.